Привет всем! В этом видео я расскажу про вот такое вот чудо. Это у нас Shunzhao Z1 Pro пылесос аккумуляторный от компании Xiaomi. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, что там внутри и как это чудо работает. Пришла она в вот такой вот коробочке, она немного пострадала на почте, но в принципе это еще не сильно, бывает и хуже приходит. Но внутри он в целости и сохранности. Здесь есть еще вот такая вот конструкция, из плотного картона сделана, поэтому транспортировку он выдержал. В комплекте у нас есть инструкция, она с одной стороны на китайском языке, с другой стороны на английском. Здесь расписаны характеристики пылесоса, его комплектация и как им пользоваться. Кому будет интересно, можете перевести в буклет инструкцию, ну тут и так все понятно без инструкции. Дальше идет сам пылесос, вот такой вот упакованный в пленке. Имеет эксклюзивный дизайн, то есть если вы после уборки обычный пылесос должны куда-то спрятать с глаз долой, то этот в принципе можно поставить на полочку, и он будет выглядеть как бутылка Бордо 1978 года и украшать вашу полочку. Снизу у нас есть вот такой вот стаканчик. Он нам нужен для того, чтобы пылесос можно было аккуратненько ставить. Также, если какая-то пыль отсюда просыпется, то она высыпется в стаканчик, и потом можно будет просто высыпать в мусорку. Пылесос у нас идет овальной формы, поэтому здесь есть метки для закрытия, то есть абы в каком положении он не закроется, потому что форма у нас овальная и должна строго совпадать. Вот у нас есть меточки для закрытия. На корпусе пылесоса есть две кнопочки. Одна кнопочка это для включения, выключения и переключения режимов. Здесь два режима работы, обычный режим и турборежим. Турборежим он на максимум включает двигатель, максимум всасывания, но в таком режиме он работает максимум 10 минут. А в обычном режиме хватает заряда аккумулятора до 30 минут работы. А вторая кнопочка это для включения светодиодной подсветки. Вот здесь стоит светодиод, можно включать, выключать. Если вы убираете в труднодоступных темных местах, например, там где-то под сиденьем автомобиля, можно включить подсветку и подсветить, посмотреть, все ли вы там убрали. Заряжается пылесос с помощью разъема Type-C, то есть можно заряжать обычным зарядным от телефона. В комплекте у нас есть кабель для зарядки, вот он у нас, длиной 1 метр, обычный с одной стороны USB-шка, с другой Type-C, заряжаем так же, как и мобильный телефон. Дальше у нас комплектация, тут есть еще две насадочки, одна узкая щетка, вот такая вот одевается вот сюда, защелкивается, и здесь можно ее сделать вот так просто, пластиковый край, и можно вот так вот сдвигать вот эту щеточку, и будет со щетиной, то есть как вам удобно, переключается просто на защелке. Она фиксируется. Конечно, если надавить, то нужно будет поправлять щеточку. Если сильно давите, то защелка у нас слабенькая, она сдвигается. То есть надо давить, но с мерой. Это у нас узкая щеточка и есть обычная щеточка. Вот она. Также одевается, защелкивается. И можно уже убирать более широкое пространство. То есть там коврики в машине пылесосить. Вот. Для этого нужна вот такая вот широкая щеточка. Здесь у нас внутри емкость для мусора. Там указано, что помещается где-то до 100 грамм мусора. Тянем за вот это колечко. У нас открывается фильтр. Фильтры также продаются сменные, но стоят они недешево. Ссылочку на фильтры я оставлю в описании. Нашел самую дешевую цену на AliExpress. Если кому нужны, можете заказать. Состоит из двух частей: сетчатый фильтр и HEPA-фильтр. HEPA-фильтр можно мыть, в принципе, он такой как более пластиковый сделанный, то есть без ворсы, мыться будет хорошо. Ну, я рекомендую его просто, если у вас есть компрессор автомобильный, то я, например, в гараже его просто компрессором продуваю, и он становится чистым, то есть в обратную сторону вся пыль вылетает. Вот так он на полоборотика защелкивается и устанавливается обратно. Теперь давайте его запустим, проверим силу всасывания. На первом режиме я попробую вот для примера, сможет ли он поднять телефон. Телефон весит 200 грамм, он с легкостью присасывает его и поднимает. На втором режиме я пробовал Powerbank. Powerbank у меня Python, он весит 476 грамм, почти полкило. На первом режиме, конечно, он его не может поднять.
Но если я включаю турборежим, такой мощности могут позавидовать даже пылесосы, которые включаются в розетку в 220 вольт, и то не всегда имеют такую силу всасывания. Конечно, в таком режиме пылесос проработает от аккумулятора только 10 минут, но если нужно убрать какие-то локальные загрязнения, в принципе, этого времени хватит. Вообще, я его брал для каких-то локальных уборок. Например, уборкой пола у нас занимается робот-пылесос и уже много лет содержит в чистоте пол без проблем. Все он убирает, но есть места, куда он добраться не может. Например, поубирать на диване, то есть какие-то крошки, соринки, то отлично справляется ручной пылесос, чтобы не разматывать большой. Также у вас, если что-то на кухне рассыпалось, то таким пылесосом очень удобно быстро убрать загрязнения, чтобы не растаскивать мусор по всему дому. Также с помощью ручного пылесоса очень удобно пылесосить лестницу, потому что таскать по ступенькам тяжелый проводной пылесос неудобно, а с помощью ручного можно очень быстро навести порядок на ступеньках, пропылесосить все труднодоступные места, и это займет считанные минуты. Ну и, конечно же, с уборкой в машине этот пылесос справится на отлично. Поэтому могу смело рекомендовать данную модель. Ссылочку на него и на фильтра я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.